Всем здорово, народ. Я думаю, что многие из нас пребывали в таком вот состоянии, что не хочется ни рейдить, ни на арену ходить, да даже БГшку регать как-то впадлу. Но вот зайти и поиграть в WoW немножко все-таки хочется. И именно в этот момент ты почему-то снова создаешь нового персонажа. У тебя нет какого-то четкого плана, ты даже не факт, что до максимального левела докачаешься. Ты это делаешь просто потому, что сам процесс прокачки в старом WoW почему-то работает практически как отдых. Максимальная релаксация. И вот сегодня как раз таки поговорим с вами про данную фишку. Почему именно в классических версиях WoW, ну вот именно там БК, Лич Кинг, соответственно, в ваниле, это ощущается максимально сильно, и почему нас так и тянет периодически, да, не совсем часто, но вот снова и снова качать новых персонажей, создавать новых персонажей, хотя мы прекрасно понимаем, что, возможно, не доведем это дело до конца. Так что всем приятного просмотра, заваривайте чаек и погнали смотреть видос. Быстренькая интеграция от farmin.ru. Слышал, там можно прикупить золото как для игры на официальном сервере, так и на приватном, а также валюту для других игр. Уже 6 лет на рынке, более 2000 довольных клиентов. Ну а по промокоду и так выгодные цены становятся еще ниже. Обычно, если разговор заходит про World of Warcraft, чаще всего вспоминают, и на ум, по крайней мере, приходят какие-то рейды, подземелья, фарм шмоток, может быть, PvP-шка естественный, баланс классов, различные билдостроения, в общем, весь эндгейм контент. И несмотря на то, что это действительно интересный и очень захватывающий гейминг, все равно периодически, рано или поздно настигает вот это ощущение, что хочется просто побывать снова в том моменте, когда ты создаешь себе нового персонажа, заходишь в стартовую локацию, берешь эти первые квестики, убиваешь первых мобцов, соответственно, потом находишь какую-нибудь серую шмоточку, затем уже зеленую, идешь к тренеру, получаешь новый спельчик, йоу, а там потом уже и на 10-м левеле таланты открываются и так далее. Пошло-поехало. И ты вроде бы ничего великого не сделал, максимум там в 2 локациях побывал, а тебе уже хорошо. И вот это чувство, мне кажется, знакомо огромному количеству людей. И здесь, опять же, повторюсь, что ключевым моментом может выступать не сама цель докачать этого персонажа и дальше за него играть, а просто хочется окунуться в спокойный ритм и побегать максимально на чилле. Буквально на один вечерок заходишь, пару часиков тратишь, потом на месяц оставляешь этого персонажа, вообще можешь в шош не заходить. И все равно это не кажется чем-то бессмысленным. Даже вот вам личный пример привожу. Раньше, как я играл в World of Warcraft, когда еще мне было лет, я не знаю, 15 или даже меньше. У меня был авторский стиль, вам такое точно не знакомо. Я создавал себе персонажей, докачивал до 15 или до 20 левела буквально, а потом просто удалял их и создавал новых. Великолепно, да? И самое интересное здесь, что это был мой стиль, и мне было в нем кайфово максимально просто. Кто-то скажет, ну ты что, совсем дурной что ли? Зачем ты их удалял? Ты мог просто новых персонажей себе создавать, но от старых не избавляться. А я вам отвечу, что нет, в этом кайфа не было. Нужно было именно тотальное уничтожение всего предыдущего прогресса. Такие вот дела. Это к тому, что каждый для себя находил свою определенную магию в этом процессе, и даже если она для других максимально странная и необычна, суть была в том, что в этот момент ты играл сам для себя. И вот сейчас уже хотелось бы после погружения в контекст немножечко поговорить поглубже и разобрать данный момент с психологической точки зрения. Потому что старый WoW очень хорошо попадает в несколько вещей, которые наш мозг очень любит кушать. Во-первых, это то, что можно назвать системой микронаград. На этом, в принципе, вообще большинство игр издревле и строится, но тем не менее. У тебя перманентно в рамках игры присутствует ощущение, что ты продвинулся вперед. Убил парочку мобов, получил опыт, апнул левел. Сдал квест, получил какую-нибудь шмотку. Дошел до определенной локации или там до уровня, открыл талант, новую способность. И вот так вот постоянно и постоянно тебя стимулируют чем-то новеньким, и это очень приятно осознавать. И при этом это не огромные взрывы дофамина, как в играх, где тебя постоянно там шокируют яркими наградами и громкими вспышками. В этом плане сейчас вот актуальный WoW, ну не то чтобы плохо, просто по другой системе работает. Там любую активность совершаешь, у тебя просто миллион серых, фиолетовых шмоток, все блестит, сверкает и так далее. Так что там взрыв и фейерверк полный. Это, в принципе, тоже имеет место быть, это тоже прикольно, но вот если мы говорим про какой-нибудь длительный процесс, постоянно вот такая огромная, слишком сильная стимуляция может поднадоесть. А в старом шоше работает именно цепочка такая туннельная микронаград, то есть маленьких, но постоянных и частых.
И при этом не хаотичных, как во многом сейчас реализовано на актуальном шоше. Там слишком много параллельных и разных веток, где ты можешь вот это все дофаминовое дело получать. То есть помимо вот этой вот сильной стимуляции, тебя еще также нагружают возможностью широкого выбора. И вот для многих этот фактор является плюсом, а для многих, соответственно, и минусом. Ну и если вообще говорить про параллели с современным WoW, там сейчас прокачка совершенно по-другому выглядит. Это уже больше как проходная часть геймплея, максимально базовая, начальная. Во-первых, она сокращена по времени, там можно буквально за день прокачать персонажа, ну и на нее никто ставки не делает. И там ее хочется максимально побыстрее уже проскипать, чтобы, соответственно, к нормальному контенту перейти. В классических версиях WoW же, наоборот, прокачка не перевозбуждает, а успокаивает. С другой стороны, это, конечно, превращается в проблему, если тебе хочется иметь больше, чем одного персонажа, но это уже другой вопрос. Вторая фишка, которая нравится нашему мозгу во время прокачки в классических версиях, соответственно, шоша, это низкая когнитивная нагрузка. То есть тебе не нужно каждую минуту анализировать какое-то большое количество информации и данных. Ты никуда не спешишь, ты не пытаешься в максимальную эффективность как-то там поиграть, покачаться. Тебе просто хочется насладиться моментом. И да, в шоше есть глубина, ты можешь играть очень серьезно, все пытаться оптимизировать до безумия. Но, естественно, есть большая разница между тем, чтобы бегать по локации и собирать цветочки ради продажи их на аукционе, и между той же самой прогулкой по локе с собиранием тех же самых цветочков, но для того, чтобы сделать зелье, которое ты сам потом лично выпьешь, и чтобы тебе было комфортнее выполнять квесты, например. И вот такая достаточно ограниченная стезя деятельности, достаточно понятные рамки полностью успокаивает нас. У тебя есть задача, есть четкий путь, есть четкая награда, и все, ты пошел. Вот так вот он прилег. Сын разраба. Сын разраба. Вот это вот, что ли? Да. Похож. Немножко так. Возможно, это одна из самых явных причин, почему люди так часто возвращаются не сколько в сам WoW, да, а именно в прокачку. Потому что это режим, в котором игра максимально понятная, простая и вообще не нужно напрягаться. Помню, Максон, кстати, привет Максону, рассказывал мне еще давненько, пару лет назад, сейчас флешбэк словил, что, соответственно, определяли жанр игр, который является самым расслабляющим, самым приятным, и чтобы еще это в долгосроке работало для, соответственно, основной массы людей. И победителями в данной номинации оказались игры диаблоиды или диабло-лайки. В общем, Диабло, Титан-квесты, поешки различные и все вот в этом духе. Во многом, опять же, за счет вот этих микро-наград, микродозинги, которые постоянно и перманентно присутствуют в твоем геймплее. У твоего персонажа постоянно растет сила, ты постоянно открываешь новый мир, что-то новенькое, что-то там вот перекачиваешь, и, в общем, по итогу приятно очень тебе в этом процессе себя ощущать. И поскольку что-то новое появляется постоянно, мозгу это супер приятно. Под это можно и прокачку в Вове, кстати, тоже подвести, поскольку всегда есть пространство для новизны. Ну вот, к примеру, качали ли вы когда-нибудь охотника в специализации выживания? Прям вот фулл ветку именно данную, если брать. Я вот нет, а это должно быть прикольно. По крайней мере, попробовать и пару вечеров побегать 100% гарантированно можно. И как будто бы вот этих всевозможных вариантов немножко что-то изменить, слишком много в этом плане. Всегда есть пространство для маневра. Можно новую локацию выбрать, другой путь, другой класс, другой спек, другую расу, и пошло-поехало. Если уж совсем упороться, можно взять себе какого-нибудь паладина, который может носить все типы брони, и условно через ткань его прокачивать, чтобы интеллекта было побольше. Ну вот всякие такие бредовые штучки придумывают. А если, кстати, говорить опять же про психологические аспекты, есть очень интересный феномен в психологии, не помню, как он называется, но суть в том, что незавершенные действия и незакрытые процессы часто удерживаются в нашей памяти сильнее, чем завершенные. И мне кажется, это очень неплохо можно натянуть на тот самый аспект, что мы персонажей начинаем качать, останавливаемся где-то в процессе и потом забываем на условную недельку. И через время нам хочется продолжить заниматься вот этим самым делом, этой самой прокачкой. То есть вернуться к своим старым альтам, да, какому-нибудь персонажу 27 уровня или 45-го, там, я не знаю, который вроде бы давно заброшен, но ты про него почему-то помнишь. И он как будто бы тебя все еще зовет, так вот поманивает иногда. Ненавязчиво, не кричит «поиграй за меня», но все-таки дает о себе знать. Мне кажется, этого достаточно, чтобы однажды вечером ты так вот присел на стульчик и подумал, а может быть просто зайти за своего старого перса и покачать вечерок.
почему бы и нет. Просто сделаю пару квестов. И вот эти как раз-таки просто сделать пару квестов очень часто и есть та самая форма отдыха, которую люди на самом деле ищут. Не какие-то цифры в рейтинге, там, не какие-то закрытые максимально быстро подземелья, не обязательства, а возвращение в незаконченный, но уютный процесс прокачки. И вот старый WoW с этой задачей справляется, максимально хорошо. И вот здесь мы подобрались к вопросу, почему же все это особенно хорошо и отчетливо работает именно в старых версиях WoW. Скорее всего, потому что эти версии еще все-таки строились вокруг этой идеи в той или иной степени. Дистанции в мире ощущались длиннее, передвижение было медленнее гораздо соответственно, и сама прокачка. То есть новые способности и таланты, когда ты до них доходил, они ощущались мощнее. Те же самые профессии, там фарм галдишки, это все было частью постепенного такого взросления персонажа. И да, это иногда ощущается максимально душно, особенно если ты спешишь, но как будто бы спешить в старых версиях Шоша — это изначально ошибка. Здесь все максимально сильно привязано к изначальной цели, по которой ты заходишь на эти старые версии Вова. С точки зрения современной эффективности, все это звучит, конечно же, как недостаток. Но опять же, если мы рассматриваем прокачку в старом WoW именно как форму отдыха, суть уже меняется кардинально, и недостатком это не кажется. Плюс ко всему, это раскрывается совершенно с другой стороны, если ты качаешься не один, а в пачке. Как я например, созвонился вечерком с Багдесом в Дискордике, покачались пару часиков и великолепное ощущение настроения поймали. И во многом это самое настроение достигается как раз-таки из-за этой неспешности и простоты. Ты можешь спокойно просто разговаривать на отвлеченные темы, пошутил где-то там, порофлил, пробежал. Да, понятное дело, потратил 15 минут, чтобы 2 квеста выполнить, но кому не пофиг. Мы же изначальной целью не ставили себе прокачаться за один день максимально быстро. Нет, такого не было. Вот на официалку, на актуал, допустим, я бы сейчас с Багдесом именно ради прокачки, естественно, не пошел. И хоть сейчас все больше и больше механик там для казуалов, скажем так, предоставляют, это не отменяет того факта, что хочется в актуальном вове как-то больше играть на результат. Максимально высокие ключи закрывать, рейды побыстрее, одеть персонажа посильнее, там рейтинг в ПВПшке нафармить и так далее. А здесь можно развалиться, ноги на стол закинуть, соответственно, и просто еще раз называть дурой Багдеса, пока делаешь очередной квест или убиваешь очередного мопца. Гнутая ложка, это твой... Что ты все воруешь, дура? Тебе это даже не надо, отдай мне сапожки. А вот себе забери вот эту. Сапожки? Вот забери себе вот эту чухню, кстати, она полезная тебе будет, а мне сапоги отдай. Теперь очень коротко про современные версии Шоша. Здесь проблема не в том, что современный WoW плохой или хороший, и не в том, что разработчики все испортили. Просто у игры поменялась философия. И у аудитории, соответственно, тоже. Современный WoW гораздо больше заточен под скорость, комфорт, доступность различных активностей, быстрый доступ к актуальному контенту и так далее. И для огромного количества людей это объективно лучше. И мне тоже гораздо больше нравится в этом плане играть на WoW, на актуале, поскольку много времени на какие-то неважные, скажем так, действия ты практически не тратишь. Но вместе с этим почти неизбежно уходит то самое медленное и такое немного растянутое чувство путешествия. Поэтому концепции здесь просто максимально разные, и как будто бы сравнивать их немного некорректно. Короче, если у тебя хотя бы раз было такое, что ты создавал нового персонажа без всякой логической причины, если ты изначально заходил покачаться полчасика, а в итоге залипал в процессе надолго, если ты возвращался к своему альту через месяц, через 2, и тебе все равно было приятно продолжать, соответственно, за него гэмблить, значит, скорее всего, ты понимаешь, о чем я говорю. И это не просто какая-то привычка, не про ностальгию даже, наверное, это и не про любовь к старой игре. Это просто очень редкое ощущение такого уюта и атмосферы в игровом мире. Ощущение комфорта и полного спокойствия. И, возможно, именно поэтому старые версии WoW такую определенную часть аудитории достаточно солидную привлекают. Потому что иногда нам нужен не великий прогресс, а чисто вечерок чила. Пользуясь случаем, народ, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я постирую дополнительную информацию и также анонсы о стримах на Твиче, которые я провожу. Ну а если у вас есть желание поддержать меня копеечкой дополнительно, то перелетайте на Бусти, там весь дополнительный контент, различные видосы, гайды, и есть личный чат, где можно мне, соответственно, написать. А еще, кстати, есть спонсорство на YouTube, я не знаю, кто этим пользуется, но вдруг вам будет удобно. Так что вот такой вот видос, народ. Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по данному поводу. Может быть, у вас есть тоже уникальные истории, как вот моя с удалением персонажей при достижении 15 уровня. Можете написать, какой у вас любимый квест или любимая локация во время прокачки. В общем, все разберем, все почитаем. На этом же видос завершаю. Всем, народ, удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE хотелось бы сказать, но сегодня всем прогрессии в чиле. Всем на сегодня. Пока.